Вот такой комплексный ужин я сегодня сделал. Жареная картошка, куриная печень, бочковые огурцы, как это аппетитно все выглядит. И к этому на сладкое сделал манную кашу с фруктовым киселем. Это обалденно все вкусно. А если вы желаете узнать, как я все это сделал, оставайтесь на моем канале, я вам все покажу сегодня. Всем приветик! Добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню. Сегодня я решил сделать небольшой комплекс ужин. Именно я вчера на YouTube видел, кто-то жарил картошку, и была настолько аппетитно, и я решил сегодня сделать тоже картошку по тому же методу, и к этому пожарить куриную печень. Это обалденно вкусно. И на сладкое решил сделать фруктовый кисель с манной кашей. Это что-то ностальгическое, такое мне мама делала в далеком детстве, и я до сих пор это люблю, и время от времени это делаю. А что времени больше не терять, пойдемте покажу, что и как я буду делать. Может, я вам подкину уже идею сделать то же самое, или наподобие такого. Так что пойдем. Итак, практически для киселя у меня здесь все приготовлено на столе. Единственное, что я возьму, я сейчас вымою яблоки, от сердцевины удалю, немножко порежем на кусочки и бросим в эту кастрюлю. В первую очередь отделяем от сердцевины. И теперь я порежу на дольки. И туда в кастрюлю кидаем. Каждое яблоко на 6 долек мы сейчас отрежем. Вот так. Сахар будем добавлять мы по вкусу. Так. Теперь нальем сюда воду. Примерно полкастрюли у меня здесь воды. Сюда теперь я добавлю, у меня финики здесь. Кто-то мне подарок сделал. И вот такие у меня финики. Они тоже все очень вкусно будет. Пускай идут сюда. Они уже вымытые, можно их кушать. И также у меня с изюмом. Вот так. Сейчас я еще чуть-чуть воды добавлю туда и добавим туда сахар. Сахар добавляем по вкусу и пускай идет варится. Так, сейчас сахар добавим. Сахар добавляем по вкусу. Так. Потом попробуем и еще добавим, если надо. Накрываем и пускай идет это вариться у нас. Тем временем мы взяли такую кастрюльку. Сюда нальем немножко воды и заливаем молоком. Так. Сейчас еще чуть-чуть молока добавим. Достаточно. Добавляем где-то грамм 50 сливочного масла. И пускай идет на газовую плитку, это варится. Конечно же, это мы даже помешивать, чтобы ничего не пригорало и ничего у нас не убежало. Тем временем на тарелку я высыпаю количество манки для этой кастрюльки, чтобы каша получилась. Так, это достаточно туда. Сюда добавляем соль обязательно для баланса и сахар. Сахар добавляем по вкусу, кто хочет очень сладкое, побольше, кто не очень сладкое. Так, это мне достаточно. И сейчас пойдем перемешивать то, что у нас молоко, и как закипит, мы тогда добавим нашу манку туда. И для нашего киселя я забыл сделать крахмал. Сейчас мы приготовим крахмал. Чтобы все у нас было наготове. Так, я взял чашечку такую, сюда добавляем на количество воды, я думаю, что мне 2,5 ложки крахмала это пойдет.
Это я на глаз делаю и на интуицию. Чтобы не очень густой получился кисель и не очень такой. Сюда. И теперь заливаем воду. И как у нас там фрукты закипят, сразу это мы добавим туда к фруктам в кастрюлю. Единственное, что скажу, что если у меня получится очень жидкое, вдруг я ошибся пропорциями крахмала, тогда всегда можно еще завести крахмал, еще добавить. Вот так. Это у нас уже наготове. А теперь помешиваем наше молоко, чтобы у нас ничего не пригорало и хорошо, чтобы все это у нас закипело. Сразу же вам говорю, когда вы делаете молочные кисели или каши, смотрите, чтобы у вас уровень молока был вот примерно вот так, на 3/4. Потому что это, когда закипит, молоко поднимется. Иначе, если у вас очень много там молока, то все это у вас побежит по плитке. То, что нам не надо. Итак, как вы видите, помимо сейчас у меня молоко закипает, и чтобы оно у нас не перекипело, мы поставим на маленькую конфорку. Когда она на маленькой конфорке, тогда легче регулировать. И теперь на этом у меня закипает, и я заливаю нашу манку. И досыпаем постепенно, помешивая, иначе у вас там клубочки манки будут. Постепенно. И постоянно помешиваем. Вот так. Теперь постоянно надо помешивать, пока это закипит, и тогда дадим немножко покипеть, и на этом будет каша готова. Итак, по мере, смотрите, кипения у нас каша густеет, смотрите, какая прелесть. В то же время у меня фрукты уже вовсю стали кипеть, я поставил на маленький огонь. Сейчас мы с кашей дело закончим, и тогда перейдем к нашим фруктам. Я думаю, что на этом все. Сейчас я выключаю газ, и она сама по себе там дойдет еще. Только не забывайте помешивать. Все, каша у меня готова, я выключаю газ, и теперь мы перейдем к нашим фруктам. Так, сейчас я посмотрю на... Надо ли нам... О, как хорошо кипит. Посмотрите, какая прелесть. Пускай еще чуть так покипит у нас. Яблоки сварятся, и тогда мы добавим туда крахмал. А сейчас попробуем на вкус. Надо ли сахар или нет. Очень вкусно, такой кисло-сладкий получился. Так что пускай это потихонечку у нас там кипит. А мы тем временем займемся картошкой. Итак, посмотрим, о, хорошо, как у нас там кипит все это. Мешаем. О, прелесть. И теперь на этом этапе сюда мы добавим наш крахмал, и пускай еще с крахмалом покипит. Перед тем, как крахмал добавлять, наш раствор крахмала мы должны хорошо сейчас помешать, потому что крахмал осел на донышке этой мисочки. А если мы сейчас помешаем, то это будет народная масса, и там мы можем добавить туда к фруктам. Как я вам сказал, что если понадобится, то можно еще завести немножко крахмала, еще добавить его в кисель, если очень жидко получится. Вот так, смотрите. Однородная масса, и теперь эта однородная масса крахмала идет к фруктам, но, конечно, мы должны на это помешивать. Так, я думаю, что нам этого достаточно было. Как раз, смотрите, какая прелесть. Сейчас мы перемешаем, пускай еще немножко покипит, и на этом у нас кисель готовый будет. Посмотрите. Кисель можно подавать с кашей, то, что я сделал, или когда это остынет, то можно подавать даже со сбитыми сливками.
Теперь накрываю, пускай это потихонечку раскипит. Итак, здесь у меня картошка почищена с лучком, все приготовлено. Сейчас я воду отцежу. И картошку мы сейчас порежем. И картошка пойдет жариться. Нарезаем картошку слайсами в этот раз, потому что иногда я по-крупному, а я вчерашний метод приготовления картошки мне очень понравился, как они показывали на YouTube, и я решил тоже так попробовать сделать. Итак, картошку я уже порезал слайсами, и теперь пора заняться жаркой. В первую очередь я под этой сковородкой включаю газ, пускай нагревается. Наливаю сюда растительного масла, у меня подсолнечное масло побольше. И сюда добавляю свиной жир. Примерно так. Пускай это растворяется. Сейчас это растворится, и сюда мы отправим всю нашу картошку, то, что мы сделали слайсами. Чтобы стенки все было у нас. Вот так. И теперь мы отправляем сюда нашу картошку. И пускай потихонечку это нажарится, и время от времени будем это помешивать. Тем временем я возьму одну луковицу и порежем полукольцами. Даже четвертинки кольцами. Вот так, таким образом. И там мы отправим это на сковородку и займемся нашей куриной печенкой. Итак, теперь это идет на сковородку. Тем временем у меня здесь куриная печенка 380 грамм в этой упаковке. Сейчас я вычищу, вымою и начнем жарить это. Итак, печенку я вычистил, вымыл, она ждет своей очереди. Сейчас я быстренько порежу этот лучок. В первую очередь мы поставим жариться лук, потому что лук жарится немножко дольше, чем печенка. Печенка будет готова за считанные минуты. Так. Здесь под сковородкой я включаю газ. И добавляю сюда, у меня, может быть, грамм 25 будет сливочного масла и много растительного масла только ним. Я пользуюсь подсолнечным маслом. Сейчас это у нас растопится, и мы сюда кинем наш лук. Так, мы тогда кидаем наш лук. И прожарим наш лук немножко. А мы тем временем немного порежем, у меня петрушка есть. И здесь у меня немножко свежей петрушки. Мы добавим в самом конце на нашу печенку. И на этом сегодня наши нарезки закончатся на сегодня. Придется только жарить, добавить приправу. Вот так. Сейчас лук немного прокарамелизуется, и мы тогда добавим сюда печенку. В то же время не забываем помешивать нашу картошку. Сейчас добавим сюда немного перца. Соль будем в самом конце добавлять, иначе у нас картошка даст воду и потом развалится, будет у нас каша здесь. Итак, посмотрите, как у нас хорошо лук жарится. Сюда мы сейчас теперь посыпем немножко порошок чеснока. И на этом этапе мы сюда добавляем нашу печенку. Вот так.
И помешиваем, пускай жарится потихонечку. Печенка сама по себе должна приготовиться очень-очень быстро. Сейчас мы немножко поперчим. Немножко подсолим. И сюда можно теперь петрушку тоже добавить. Итак, своим результатом я очень доволен. Картошка получилась обалденно вкусная. Тоже печень куриная. И также добавил сюда бочковые огурцы. Она сладкая, потому что я сам сладкоежка. Манная каша с фруктовым киселем. Почему бы и нет? Итак, сегодня с вами поделился еще одной идеей для комплексного ужина. Картошка и сладкое. Я надеюсь, что сегодняшнее видео, посмотрев сегодняшнее видео, я вам дал какую-то идею сделать тоже наподобие такого и обрадовать свою семью или себя. А на этой аппетитной ноте хотел с вами прощаться, потому что моя семья садится за ужином. А вам хочу пожелать самого наилучшего. Берегите себя и друг друга. Всем крепкого здоровья, мирного неба, приятного аппетита и пока-пока.